У меня есть одно место, где ты точно будешь в безопасности. Что, в другой мир утащишь? О, ну, вообще-то да. Эй, там, на посту! Открывай! А? Кто? Твари! Обалдеть, огромный зараженный крокодил, гарпии и яйца монстров. Чего только не потерпишь ради того, чтобы попасть в единственный город, где живут настоящие выжившие. Надеюсь, теперь-то меня пропустят к цивилизации, пожалуйста. Давайте узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы победили. Да-да, огромный зараженный крокодил, который был той еще занозой в заднице, побежден. А наш новый знакомый по имени Альфред, благо не погиб. Лолошка, кстати, о нем кое-что сказал. Хороший парень этот Альфред. Надо будет позвать его в сон. Марк Багряник уж как-нибудь потерпит. Знаете, учитывая, что в одиночку Альфред точно не выживет, да, я категорически согласен. Надо позвать. О, и еще кое-что. Напоминаю, в город я хочу попасть не только для того, чтобы узнать о какой-то там правящей церковной власти, зовущей себя кардинал, но и потому, что я уверен, GDH где-то рядом. Понимаете, GDH по-любому пошел туда, где есть хоть какое-то подобие цивилизации. Так что да, мне надо в город. Обязательно туда проберемся, но перед этим... Альфред, привет. Чё с тобой? Еда не лезет? Да, не могу есть. Но надо. Я должен теперь жить за троих. А у меня, блин, нога ноет уже несколько скифосов подряд. Я понимаю, что это говорит о восстановительных процессах и все такое. Но черт, как же больно. Было бы здорово, если бы раны сами как-нибудь, ну, пропадали после еды, да? Вот знаешь, поел, а они взяли и затянулись. Жаль, что так не бывает. Но есть все равно надо. Ведь, как говорится, без еды будет еще хуже. О, кстати, вот, возьми, это твое. Что это? Это мясо, тебе за помощь. Прости, но больше ничего нет. Ты, главное, поешь. Неизвестно, как все пойдет. Хорошо, я тебя понял. Неизвестно, как пойдет. Подожди, а мы же в город собрались, да? Ты же меня в итоге отведешь туда? Ну-ка, вяленое мясо, легкий перекус. Окей, получается прямо сейчас... Ой. О, так тут, оказывается, можно открывать. Медный слиток, нифига себе. Погоди-ка, Альфред. А вот этот сундук при этом не открывается, да? То есть тут бочки вместо сундуков. Это... Разрушить, получается, нельзя. Это тоже не открывается. Наверху. Фига себе, вот это я халяву резко нашел. 2 медных слитка, это, по-моему, то, что мне надо. Так, слушай, дай мне пару минут. Сейчас. Ладно, пойдем, получается. Оу, так ты все-таки можешь ходить, да? Нормально? Знаешь, я очень надеюсь, что мы надолго там не задержимся. Давай за мной. Иногда жителям надо выместить на ком-то гнев, понимаешь, и раз уж ты со мной, тебе тоже может перепасть. Угу, понял. Ага, так что давай, постарайся не встревать в конфликты. Постараюсь не встревать в конфликты. А мы все, прям реально в город? Тебя пропустят, потому что тебя знают, или потому что любой может зайти? Просто я вот этого так и не понял. Здесь, получается, все еще никого, зато костры постоянно горят. И удивительно, что эти костры не привлекают нечисть. Если здесь нет никаких монстров, то насколько в радиусе этого города здесь зачищено? Прям реально намного-много, что ли? Пожалуйста. Только бы сегодня дежурил не Реджи. Только бы не Реджи, прошу. А кто такой Реджи? Эй, там, на посту! Открывай! А? Кто? Твари! Черт. И тебе не хворать, Реджи. Будь добр, прошу тебя, пропусти, а? Рад видеть, что из вашей компашки вернулось только 2. Когда-нибудь вы все передохнете, и кардинал сможет вздохнуть спокойно. Да, Реджи, рад, что ты не теряешь своего оптимизма, но... Слышь, ты чё это, тварь? Со мной шутить вздумал, а? Нет, Реджи, никогда бы не пошел на такой риск. То-то же. Я бы вообще на месте кардинала не стал с вами тварями хоть как-то договариваться. Я бы просто...
Просто бы всех вас того и всего-то делов. Да, Реджи, но а что бы ты тогда делал с теми тварями, с которыми невозможно договориться? Понимаешь, воплощение воплощением, но кто-то ведь должен спасать посевы, деревни от набегов, монстров и... Ха! Я плевать хотел на вас, богохульников. Сейчас открою. Да, спасибо. Черт, знал бы ты, как я ненавижу этих придурков. Сидят себе за стенами, ни одного значительного боя не видели, а позволяют себе хрен знает что. Если бы не мы, они бы уже давно в земле тухли. Или сами тварями были. Давай пойдем. Пойдем. Слушай, а город, я смотрю, не то чтобы густо населен, да? Реджи, еще раз спасибо. Ладно, я понял то, что шутить здесь с местным населением вообще нельзя. Кстати, Реджи, хорошего тебе дня. Да, чтобы все сдохли там. И тебе того же. Жесть. Ой. А чего вы, чего вы? Охотников реально прям так боятся? Ну, короче, я так понял, церковная власть, Альфред, кардинал... это из-за нас жители себя так странно ведут? Угу. Но, кстати, запомни, тут в целом не особо принято из дома выходить. Но в основном, да, все-таки из-за нас. Пойдем. О! Кто это? Батюшки, это же не человек. Это орк? Или... Ну, это орк. То есть, это явно не гнол какой-нибудь. Так. Ну, вот и оно. Давай. Так. Привет. Я нормальный, Тихо, если что. тихо. Ладно. Эй, скажи своим прихвостням, чтобы опустили свои жалкие пародии на оружие. Ты же прекрасно знаешь, что любой охотник запросто справится с любым из них. Вот. Эй, кардинал, не игнорируй меня. Говорю, заказ выполнен. Деньги. Мне нужны деньги. Где доказательства? На нас напали и... Что? Кардинал. Меня отмазки не волнуют. Я еще раз спрашиваю, где доказательства? Черт. Мы потеряли весь отряд в этой дальней вылазке. Я потерял единственных близких и... Да, за дурака меня держишь, да? Думаешь, я вам, богохульникам, поверю на слово? Как бы не так, охотник. Я с вами работаю давно. Плевать мне, скольких вы потеряли. По мне так лучше бы все померли уже давно. Что? Кто это? Не помню его в отряде, Годфри. Как так вышло, что ты вернулся, а твой главный нет? Что? Разве вы не должны защищать вашего главного до последнего вздоха, а? Впрочем, не рассказывай. Мне плевать. Не мои проблемы. Давай, проваливайте отсюда. Без доказательств не возвращаться. Да? Господи, какая психопатная птица. Уйти следом, напасть на кардинала, заступиться за Альфреда. Черт возьми, это реально психопатина перед нами, но заступиться. Эй, стоп, куда? Вы правда оставите человека без награды? Не надо, не Ты стоит. не лезь. Если ты новенький, то тебе лучше побыстрее научиться манерам. Но вы же просто эксплуатируете чужой труд. Чего? Ты свои словечки умные при себе оставь. Выметайтесь. Даю вам 2 капли убраться с моих глаз. Да, ладно, пойдем, побежали. А, ладно, бляха-муха. Что это значит, что что-то серьезное? 2 капли. Что значит 2 капли? 2 секунды? Господи, ладно, Альфред. Ну не настолько же все плохо. Ты чего? Блин. Нас могли прям там. Их же больше, Лулошка. Ты что, совсем не пуганый, что ли? Альфред, с тобой поступили несправедливо. Я хотел помочь. Да и ты сам сказал, что в одиночку бы их отделал. Этот мир вообще несправедлив. Ну дела, а. У меня так поджилки тряслись, когда я хамил ему, что я боялся, как бы кость в ноге не разошлась снова. Блин.
Мы, наверное, невероятно комично смотрелись там. Я со сломанной ногой. Ты не понимаешь вообще, что происходит и кто перед тобой. И вот мы такая парочка пытаемся выбить денег из самого кардинала. Блин. Я чуть не обмочился, когда оказалось, что он слово «эксплуатация» не знает. Ладно, пойдем отсюда. Ты настолько с юморком к этому относишься? Кстати, у меня все еще вот этот эффект висит. Я уже, честно говоря, даже забыл, как он называется. Аномалия искры. Пока что до сих пор не знаем. Объясни, почему они так реагируют? Им что, жалко денег? Погоди, а кто это в итоге был? Кардинал — это типа самый крутой из них? Альфред, может вернемся и покажем, на чьей стороне правда? Не-не-не, мне кажется, это не лучшая идея. Почему они так реагируют? Им что, жалко денег? Ты, кажется, действительно мироходец, раз уж тебя такие вещи удивляют. Сейчас расскажу. Пойдем. Кардинал сам нанял нас на эту работу. Но да, это не мешает ему искренне нас ненавидеть. Но если они считают убийство монстров богохульством, почему они вообще нанимают вас? Ну смотри, они говорят, что мы грешники и нарушаем естественный ход вещей. Якобы мешаем очищению. Но церковь-то живет на налоги с граждан. А чтобы эти налоги поступали, надо что? Чтобы было с кого их собирать. Поэтому они не могут допустить, чтобы все люди прошли это самое очищение. Слушай, Альфред, а в чем именно заключается очищение? Там легенда какая-то, с помощью которой церковь манипулирует всеми. Сорян, но подробностей я не знаю. У нас в цеху эти глупости не уважают и не обсуждают. Так что, Лолошка, найди рассказчика получше. Я правда не интересовался и не хочу интересоваться. Угу. Хорошо. Подожди, а это что? Это фонтан, ты про него? Ну да, это, в общем, был фонтан когда-то. Важное место. Много кто здесь собирался. Ну, во всяком случае, мне так рассказывали. Он в таком заброшенном состоянии дольше, чем я живу, представляешь? Говорят, раньше по нему капли отсчитывали. Ближе не хочу подходить. Внимание еще привлечем. Слушай, нам бы, если что, лучше убраться отсюда поскорее. Пока живы. Там и смотреть-то нечего. Просто фонтан. Может быть, потом сам как-то глянешь, если желание найдется. Знаешь, сколько у них в голове всего намешано? О, они вообще ничего не понимают. Они всем говорят, что так дают нам шанс искупить грехи. Самому не смешно? Значит, ты в это не веришь? Конечно нет. Мне просто деньги нужны. Они там что угодно могут думать. Что угодно. Главное, чтобы платили. Это поважнее будет. Да, но подожди, тебе-то не заплатили? Да заметил, я заметил. А еще, Лолошка, я заметил, что нас чуть к праотцам не отправили. Из-за кое-кого, кстати. Да ладно тебе, Альфред. Вдвоем мы явно могли справиться. Слушай, ну на самом деле вот тут я бы не был уверен. У меня типа клинок так, новый. Слушай, давай на чистоту. Если тебе жить надоело, так это не мои ж проблемы. Из нашей группы остался я один. Я должен выжить хотя бы ради остальных. Угу. Ну ладно, я понял, больше не обсуждаем эту тему, но, подожди! Тут-то ты явно не останешься! Позвать Альфреда в сонный мир, рассказать Альфреду про сонный мир, попрощаться и уйти! Ты чё, не? Позвать Альфреда? Слушай, Альфред, я тут подумал, у меня есть одно место, где ты точно будешь в безопасности. В безопасности? Это только в гробу, поверь. И то, знаешь, не факт. Не-не-не, стой, я абсолютно серьезен, в безопасности. Что, в другой мир утащишь? Ну, вообще-то да. Но, ой, слушай, даже если ты и мог бы, это все звучит как-то сомнительно, не? Другие миры, магия, все это так или иначе связано с церковью. А значит, не несет себе ничего хорошего, ничего. Давай я тебе лучше проще скажу. Мое ремесло не учит прятаться от трудностей. К тому же я уже привык, к опасности. Да и в целом я готов к смерти. Мое место здесь, каким бы оно ни было. Да. Слушай, в общем, я что скажу? Спасибо, но нет, я, пожалуй, откажусь. Ты что, серьезно? Реально откажешься от безопасного места, с которого можешь, если что, вернуться? Так, ну я могу еще поговорить, да? Взять? Что, подожди, поговорить? А ведь за эту тварь могли бы выручить много. Да-да-да, подожди, при чем тут деньги? Черт, я ведь даже понятия не имею, где ее башка.
О, а вот это, кстати, интересно. То есть, если я найду голову той твари, которую вы убили, хотя я даже не знаю, кого вы убили, то можно выручить деньги, правильно? Так, еще немножко поговорим. Это что же получается? Ребята зря собой пожертвовали. Продолжай. Да, если бы не заказ, то остались бы живы. Продолжай. Наверное, они сейчас были бы злы на меня. Хорошо, что кардинал дал время уйти. Ты же понимаешь, я блефовал. Против его охраны у нас не было ни единого шанса. Ага, ну да, я тоже об этом подумал. Скорее всего, там какие-то крутые войны. Надо бы решить, что делать дальше. О, ну вот, пойдем. Наверное, стоит отдохнуть. Ой, все, больше я не могу. Так, но при этом я могу взять его, правильно? А? Я не могу его взять! Так, подожди, здесь у нас получается бочка, перо, паутина, бла-бла-бла. Это мы, конечно, заберем, но... Стоп, а в итоге кнопочка взять-то куда пропала? Во всяком случае, 0 взаимодействий, и здесь, получается, тоже ничего. Блин, ну я надеюсь, что я ничего не просрал. Вопрос, могу ли я это как-то обсудить с Каркарычем? Так, переместиться, измерение сновидений, переместиться. А? О. Марк? Подожди, а где Невер? Эй, Ворон, ты здесь? О, да, здесь. Привет-привет. Поговорим? Так, что у тебя? Расширение владений, Ага, поговорить мы не можем, но при этом появилась гостевой дом Марк. 500 спарков. Я понял. Кажется, мы все-таки можем проапгрейдить гостевой дом и после этого как-то насильно телепортировать сюда Альфреда. Эта идея звучит как что-то годное, поэтому да, мы используем путеводный скин и телепортируемся туда, где сейчас нафармим примерно 400 спарков. Переместиться это будет... Господи, где нормально пофармить можно? Наверное, тронный зал. Ага, супер, всем привет, ребят. Ну чё, у меня тут новые клинки, новое оружие. Можно, знаете, как, кстати, сделать? Взять маленький грубый кинжал в левую руку, и таким образом у меня будет сразу и чернильный клык, и грубый кинжал. И они вместе сочетаются. Кажется, сейчас я буду наносить прям очень много урона, и я надеюсь, что я убью буквально за один выпад. Давай. На! О-хо-хо, больше половины, да ладно! Так, продолжаем месить. И... 500 спарков. 388, мало. Надеюсь, что рано или поздно здесь появятся какие-то новые монстры. И мне кажется, что да. По одной простой причине. Я же так и не закрыл дверь. А если дверь не закрыта, значит сюда могут попасть новые монстры. И с них я буду фармить больше спарков. Тихо, аккуратненько. Выносливость, восстанавливайся. Ай, больно. До свидания. До свидания. 500 спарков, пожалуйста. Все, спасибо. Возвращаемся обратно. И прямо сейчас мы, наверное, заведем диалог о том, что... Почему я здесь появился? Так, ладно. В общем, заведем разговор о том, что к нам кто-то переедет. Юродивый! Что такое? Тут тебе не архитектурное бюро, если что. Ладно, сейчас. Да. Главное, что ты в любом случае делаешь. Расширение владений, торговать. Все, даже разговора никакого не было. И что же мы прокачали? Ну-ка, может быть, на это что-то скажет Марк. О, чё это? А с каких пор у меня появилось что-то новое у него в торговле? Внимание! Отныне на этой наковальне можно улучшать оружие. Обычное оружие улучшается с помощью скинта, особое с помощью скинтонита, а легендарное оружие с помощью искаженного скинта. Также на этой наковальне можно зачаровывать оружие, используя особый элементальный скинт. Удачи! Вау. Подожди, на какой этой наковальне? Реально наковальня? Батюшки, какая красота! Так, окей, чернильный клык и... Во, мне пишут, что нужно добавить 2 кусочка скин... Во! Необработанная крупица скинта. Сырой необработанный материал. Нет? Что, я что-то делаю не так? Погоди, а если я попробую использовать, допустим, грубый двуручный меч? Вот оно! Но при этом, смотри, здесь не обработанный, а тут прям видно обработанный. Они разные по текстуре. Я обязательно хочу это начать прокачивать, но в то же время... Ща, вот тут все посмотрим. Ничего нового не появилось, до свидания. В то же время мне интересно, Альфред? Я-то думал, что я его все-таки позову сюда. Неужели он правда отказался и все, и я никак не могу его взять насильно? Хотя, с другой стороны, мне кажется, если я бы его насильно сюда засунул, у нас бы максимально испортились отношения. Ну, как будто это очевидно. Так, Невер, здесь у нас в итоге ферма, мастерская. Вот оно. Да, то, что мне надо. Медный слиток и железный блок. Медь у меня теперь есть, и железо я накопаю в пещере. Которая тоже требует медь.
Блин. Так, слушайте, я теперь не понимаю. Здесь железа у меня получается никакого. Погоди-ка! Эй, Невер, а ты вроде бы продавал что-то в таком духе, да? Мы же можем купить очень-очень много кусочков железа в одной пачке 16 штуковин. Это почти 2 слитка. Мне очевидно, надо идти фармить спарки. Так, Марк, поговорим? О, реально поговорим. Эй, ты расширил мою кузницу? Именно. Спасибо. Марк, слушай, а как мне улучшать оружие на этой скинтовой наковальне? Так ты не знаешь? Тебе понадобится очищенный скинт. Обломки скинта, растущие на разных тварях, можно очистить с помощью абразивов. Но нет, просто так это сделать не получится. Тебе понадобится какое-никакое оборудование. Но знаешь, абразив я таки могу тебе сделать. О, кузнечный абразив. Блин, 500 спарков, ну куда? Дорого! Короче, я понял, мне реально сейчас нужно тупо переместиться и идти фармить дофигища. Итого у нас 3074 спарка. Кузнечный абразив. Купить. Все. Ага, понятно. Спасибо, Марк. Да уж. Что ж, что эта штука делает-то? Используется для полировки материалов. Процесс может быть автоматизирован автономным активатором. ПКМ с предметом полирует предметы во второй руке или лежащие на полу, если смотреть на них. Так, подожди, еще раз. Наверное, мне понадобится что-то вроде мастерской. Спрошу у Невера. А, да? Не, подожди, а если я попробую вот необработанная крупица нажать? И... Подожди, оно... Что-то произошло, явно что-то произошло. А, ну оно просто подбирается. Да, я так понимаю, мне нужна мастерская. Иначе оно просто подбирает. Невер, ты знаешь, как этой штукой пользоваться? Ну-ка, торговать, расширение владений. А, ну то есть мне прям позарез нужна мастерская. Так и мне действительно хочется это сделать, и я понимаю, что я могу это сделать. Здрасте, кусочек железа. Я куплю, ну допустим, 6 партий. Так, далее. Мне нужно это все объединить, а перед этим поставить верстак. А, у тебя есть, спасибо. Ну-ка, сколько? Ой, что-то я прям переборщил. 12 железных слитков. Железный блок забираем. И расширение владений. Та-да! А, стоп. Бляха-муха, не хватает всего 26. Придется фармить. Признаться честно, я понимаю, что спарков много не бывает. Я вот вспоминаю предыдущий сезон, где была такая валюта, как СТ. В определенный момент у нас было настолько много этой валюты, что мы даже не знали, куда это тратить. А тут совершенно наоборот. Здесь так много тратить, что не успеваешь накапливать. Ладно, расширение владений, мастерская. Открыть! Вау! Ничего себе! Следующее улучшение, видимо, мы никогда не активируем. Подожди, а еще раз, сколько это стоит? Так, мастерская. 7500 спарков. Вы что, реально? Видимо, там добавится что-то новое, но... Ладно, прямо сейчас главное, что мы можем туда пройти. Ой, ведь не только пройти, тут еще и мобы появляются. Так, ладненько, берем немножечко досок. И, наверное, объединим это более-менее красивым мостом. Поехали! Та-дам! Все, теперь я хотя бы точно не упаду. И барьера здесь действительно нет. Но барьер, по идее, на эту локацию есть. Давай-ка на всякий случай проверим. Мало ли его нет. Ну-ка. Так, подожди. О! А, нет, вот он. Вот он. Привет! Прям такой барьерный барьер. Так, в итоге мне прямо сейчас нужно понять, как эта штуковина работает. Внимание! Чтобы очистить скинт, положите абразивную бумагу в активатор, а скинт на конвейерную ленту. Затем вращайте рукоятку. Да? Ладно, я попробую. Как? Куда мне? Как? А, во. Так, ладно, допустим. Далее мне нужно крупицу скинта положить на конвейерную ленту. Может быть, надо буквально просто кинуть? Давай попробуем. Ой, оно реально работает. Вау! Имба! Вау! Получилось! Да, Лолошка, получилось! Крупица скинта. Материализовавшаяся энергия искры. Может быть использован для улучшения обычного оружия до +3. Ага. До +3. Ничего не понятно, но пойдем попробуем.
Так, Багряник, простите, надеюсь, не отвлекаю. Ладно, я, допустим, хочу... Вот, грубый двуручный меч. Далее крупица скинта. И у меня появляется... Что? Грубый двуручный меч +1. Требования все такие же. Тут сила 10. Тут тоже сила 10, ловкость 3. Но смотри, усиление от характеристик. За каждую силу здесь дается плюс 0,4, а здесь 0,44. Ага, и урон, вот. 40 плюс 5,3, 43,4 плюс 5,8. О, слушай. Так это что, я теперь буду убивать их за один удар? Я не знаю, там, ну... Может быть, за 1,5 удара. Я думаю, то, что мне нужно прокачать еще до +2 и потом до +3. И потом мне как-то бы прокачать не только здесь, но и тут. Имею в виду, надо какое-то другое оружие купить. Потому что я уверен, то, что есть оружие куда круче, чем это. Что ж, обязательно будем улучшать, обязательно будем покупать, приобретать и многое другое. Но при этом не забывая про Альфреда. Он прямо сейчас где-то там в хижине охотника. И я чертовски надеюсь, то, что с ним все хорошо. Обязательно в начале следующей серии проверим. А на этом, опять же, я заканчиваю. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Помните, сейчас на них держится YouTube. Во всяком случае, СНГ YouTube. Правда, я надеюсь на ваш лайк, надеюсь на вашу подписку. И... если вы не пропустили это, то благодарности полные штаны. Не забывайте также писать ваши комментарии. И по поводу клички Червяку. Я помню о том, что надо выдать эту кличку. У меня на самом деле есть парочка на примете. Но об этом поговорим в следующей серии. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. И обалдеть, какая крутая прокачка. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.